Привет всем, здесь Ярослав, и в этом видео я хочу вам чуть-чуть больше поконкретнее рассказать о том, как я именно уже купил свои грузовики, как я получил контракт, финансирование и все остальное уже, что происходило по этому поводу. Так что смотрите до самого конца и не пропустите ничего. Как бы ты ни хотел, имея волю говорить, услышать от тебя, что хочет слышать, хочет победить, это же вечная война. Если вам такой канал нравится, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь с друзьями и смотрите до конца. В общем, свой первый грузовик я купил в 2012 году в апреле. И я хочу вам просто напомнить, в первой серии я просто объяснял, что я когда приехал сюда в Альберту, я сюда приехал с Монреаля с целью купить грузовики. И мне хотелось иметь своего бизнеса, путешествовать по миру. Несколько, там, первый, второй, четвертый. Построить бизнес, насобирать деньги, чему-то научиться и потом перейти уже в какую-то другую индустрию. И почему грузовики? Грузовики, потому что папа был водителем грузовика. Он был водителем грузовика на Украине, в Израиле и в Монреале. Но никогда не было желания иметь свой грузовик, то есть иметь свой личный бизнес. Так что, в общем, когда я приезжал сюда в Альберту, у меня был лишь только 3-й класс. Это вам позволяет ездить за рулем van body, просто такой грузовичок. И когда я уже приехал сюда, я получил опыт на 3-м классе, потом уже сдал на права сразу. И где-то максимум год ездил на трактор-трейлер, то есть грузовик с прицепом, пока я не купил свой первый грузовик. Философия была приехать сюда, сдать на права и купить грузовик as soon as possible, то есть чем быстрее. В те времена я, конечно, не сделал достаточно research, и я просто пришел как-то в dealership, спрашиваю, сколько денег нужно, чтобы купить свой первый грузовик, сколько нужно на down payment. И мне просто сказали, нужно там, $40 тысяч, там 36-40 тысяч долларов, потому что грузовик стоит как бы там 140, плюс насос, все остальное, где-то 1170, то есть тебе где-то $40 тысяч down payment нужно. И все, больше ничего не искал, думаю, окей, great, no problem, сейчас пойду насобираю $40 тысяч без проблем. Так что, в общем, я работал здесь на несколько работ, собирал деньги, и последняя компания, в которой я работал до того, как купить свой грузовик, это была VDM Transport. С ними я возил трубы на флатбедах, то есть single прицеп, трубы, и как вы видите в фотографиях, вот так вот я спокойно просто вот ездил на буровые вышки, привозил трубы и ехал обратно. Платили очень хорошо, $35 в час, $45 в час на overtime, так что я зарабатывал очень хорошо, где-то 1008 чистыми в месяц после налогов. Это были очень хорошие деньги на те времена. Мы, конечно, работали много часов, но, в общем, денег я спокойно смог насобирать за очень короткий срок. На тот момент, когда я вот хотел купить свой первый грузовик, то есть у меня заново, то есть нету как бы опыта, как контракт, деньги, вот это вот все. Ну, в общем, я понимал, нужно найти работу. Нужно было найти работу на первый грузовик. И компания, в которой я работал, они в VDM, они мне сказали, как бы, смотри, мы тебя, в общем, как бы возьмем как онер-оператор, но сейчас работы нету, то есть тебе нужно будет подождать где-то там, наверное, до зимы, потому что здесь в Альберте что происходит летом, у нас, то есть когда дороги тают или начинают уже замерзать потом заново, есть такой период, который называется breakdown или breakup. Это когда дороги могут как бы трескаться, разлагаться под грузом тяжелых грузовиков. Из-за этого им или запрещают вообще ездить, или заставляют вас загружать лишь только там полгруза. То есть есть такой период, и часто все меньше работают, все берут это время, чтобы отдохнуть, там технику сремонтировать, подготовить на следующий сезон. Но я сюда приехал с целью быть онер-оператором, то есть я понимал, мне чем быстрее куплю первый грузовик, тем быстрее куплю второй и так дальше. То есть я просто ждать не хотел. Но единственный опыт, что у меня был, это просто возить флатбеды. Я даже вены не умел возить, у меня вообще опыта ничего другого не было. То есть я сразу начал с такого самого экстрима. Но я уже понимал, как цепи одевать, как по оффроуду ездить, вот это все делать. То есть я понимал, самые большие деньги будут в нефтяной промышленности. Я даже не хотел думать о том, что вообще работать, возить вены по Канаде или по Америке и Канаде туда-обратно. Я понимал, это не те деньги. Потому что если я как водитель зарабатываю здесь так много денег, сколько же денег я заработаю как онер-оператор? Чтобы получить больше информации, я вам советую сделать то же самое. Я когда вот ездил по нефтяной промышленности, да, вот я там только одну вещь знал, да, вот там трубы, флатбед и на буровые вышки ездить туда-обратно. Но я всегда видел, со мной ездили еще параллельно, всегда ездили грузовики со Super B прицепами, как вы вот видите на этой фотографии, которые возили нефть. У них Super B прицеп, это 2 прицепа, и они нефть возят. И это все весит 63 тонны 500. Грузовик, прицепы и груз. Да? То есть, и когда я заправлялся на бензоправках,
я всегда, заправляю свой грузовик и потом к ним просто подходил и спрашиваю: guys, сколько платят, сколько работы, сколько всего. И в итоге они мне объяснили, что они говорят: смотри, вот ты ездишь, когда бурят нефтяную скважину, вот ты ездишь, им привозишь трубы туда-обратно. Если не бурят, ты не ездишь. А вот у нас, когда скважина пробурена, туда потом устанавливают насос, как вы видите на фотографии, который качает эту нефть. И как только он начинает ее качать, по-настоящему качается до бесконечности по-своему. Да, их иногда могут там отключить, зависимо от экономики, всякие такие феномены. В общем, они дорогие, это дорого это все установить. И как только их ставят, все, эта нефть просто качается, ее нужно вывозить. Некоторые эти скважины подключены к refinery, таким плантациям, которые перерабатывают их на нефть какого-то качества. А потом это уже переходит в такой большой пайплайн, в нефтяную трубу, и идет уже куда ему нужно идти. Но все равно есть очень много таких мест, где нужно их грузовиками возить. Я потом в других видео в детали этого всего зайду. Я не умел эту работу делать. Я не знал, какой насос на это нужен. Я вообще не понял ни техники, ничего, которое этого касалось. Но понимал, что меня это интересует. И, в общем, понял информацию, разговаривая с водителями, что, в общем, да, и в этом есть деньги. И вот в последние несколько недель я вот работаю в компании ВДМ, у меня есть деньги. И начинаю уже спрашивать механиков. Я ему говорю: guys, вот я хочу купить свой грузовик. Подскажите, какой там спек должен быть, какая рама, какой грузовик лучше всего купить, какую эмблему. А я на тот момент только на Kenworth ездил. Как вы видите в этих фотографиях, только Kenworth. В последние 4 месяца, что я с ними работал, сначала мне дали самый старый Kenworth, что они могли найти, а потом мне дали самый новый. Такой новый, что он был brand new. Я был первый водитель, который на нем ездил. Они мне его дали, наверное, чтобы я не ушел, и чтобы я почувствовал такую гордость, что мне дают новый грузовик. Но знаете что? Я когда сел за руль нового грузовика, я понял, я точно, вот как хотел иметь свой, я сейчас тем более хочу иметь свой. Это было so fun. Я был первый, кто на него гриз намазал на fifth wheel, было так интересно. И, в общем, я вот спрашиваю водителей, допустим, там, да, вопросы, какие грузовики лучше, потому что у них было больше опыта, чем у меня, они на всем переездили. Они мне часто говорят: тебе нужен там Kenworth, Peterbilt или Western Star. Я говорю: почему? Они говорят: because it's tough, because it's built tough, it's built strong. Я их спрашиваю: что это обозначает it's built tough, it's built strong? То есть что там такого в нем, такого агрессивного и сильного, да? Какие там агрегаты? Они говорят: весь грузовик, все такое сильное. Ты же видишь, он такой квадратный, такой мужской, то есть все такое сильное. Я говорю: а что там, рама, какой там толщины рама? Они говорят: наверное, толстая. Я говорю: какие там мосты? Они говорят: там 46, наверное, а может даже еще больше. То есть там большие мосты. Но никто не понимал технического спека грузовика. Многие даже не знают horsepower, лошадиной силы, и торг, крутящий момент своего грузовика. То есть водители здесь часто в Америке не все знают. Здесь бренд, эмблема грузовика много чего обозначает. Потому что многие здесь, они ездили, у них там всегда был Kenworth или там Peterbilt, да, у них там у дяди, у дедушки всегда был Peterbilt там на ферме. То есть они вот это вот знают, вот это они понимают, вот это все. Но мало кто делает research. Мало кто вообще смотрит технические агрегаты или как правильно купить грузовик, чтобы больше денег заработать. Я, приезжая сюда, в Альберту, за грузовики вообще ничего не понимал. И никакой любви к ним не было. Тем более, что я вырос в Израиле по-своему и видел европейские грузовики. То есть я все детство проездил на Скании. И здесь захожу в Kenworth. Этот Kenworth — это такой примитивизм по сравнению там со Сканией, с Volvo европейскими, там даже с дафами там старыми. То есть я помню старые европейские грузовики, они были намного интереснее, чем здесь американские. То есть я потому что уже не знаю, о чем они говорят. But anyways. А когда я спрашиваю механиков, с механиками было интересно. Они часто говорят: смотри, посмотри на твою раму, она там что, двойная? Я говорю: нет, зачем тебе эта двойная рама? Они говорят: видишь, у тебя трансмиссия. Ты наверняка купишь 18 скоростную и спрашиваешь, если это enough, если это подойдет. А у тебя сейчас ты на чем ездишь? Я говорю: у меня там старый грузовик, там 10-скоростная была вначале. Они говорят: видишь, нормально? Я говорю: да, нормально было. То есть они говорят: не слушай водителей, смотри просто на технический спек. И поэтому подбирай грузовик. Я вот решил с этой философией это делать. Я когда зашел в эту индустрию, это чтобы заработать денег. Я хотел грузовик, который стоит не слишком дорого, я не хотел переплачивать за эмблему. И я не хотел тратить слишком много денег на топливо, потому что у меня 600 horsepower, 250 торг. Я ничего этого не хотел. Так что, в общем, что произошло? Свой первый грузовик был Freightliner. Я всегда ездил на Kenworth. Я знал, что да, Kenworth
ладно, оно как бы работает, но они были дорогие. Там было 15-18 больше за Kenworth, того же самого же спека, чем за Freightliner, допустим, например, да. У Freightliner были хорошие двигателя Detroit на то время, и на сегодняшний день у них нормальные двигатели они делают, как бы проблем нету. И, в общем, я пошел по всем дилершипам, я во все дилеры заходил, смотрел на цены, ездил на всех грузовиках, и, в общем, определился на Freightliner, потому что, в общем, я понял, что здесь не важно, вы можете купить Volvo, Kenworth, Freightliner, там, Western Star и построить их одинаково. Все грузовики могут иметь двигатель Cummins с трансмиссией Eaton 18 скоростей, иметь мосты Dana или Meritor Axles, тот же самый же Holland Fifth Wheel, пятое колесо. То есть в чем же отличие? Если агрегаты, которые находятся в Peterbilt, в Volvo или в International, они те же самые. То есть зачем переплачивать деньги, если, ну, оно все the same, просто разные кабины. Так что, в общем, я остановился на Freightliner Cascadia. В нефтяной промышленности их вообще на тот момент не было. То есть вы представляете себе такой хайвейный грузовик, вот как вы видите на фотографии, да, и он вдруг приезжает на нефтяную скважину, ну, на нефтяную вышку, где буря. То есть это, ну, все так останавливались, так смотрели, так, вау, такого никто не видел, да, потому что все привыкли такие квадратные, агрессивные грузовики, а ничего этого не нужно. Так что, anyways, что произошло с первым грузовиком? Вот это вот будет очень важно, запомните вот это. Я пошел, у меня же как бы были деньги, я вот пришел, сейчас, секунду, извините, сейчас. В общем, я сначала получаю контракт. То есть сначала я захожу на интернет и смотрю, есть такая компания Polaris Petroleum, и они набирают на работу. Я им позвонил, и они меня приглашают на интервью. Я приехал, и в тот момент с собой папу захватил, потому что я понимал, мне нужно будет все равно гаранта на кредит на этот грузовик. И сейчас вы поймете почему. В общем, я его с собой беру, мы туда приезжаем, со мной владелец компании разговаривает, и он говорит, ну у тебя как бы нету опыта на нефть возить или суперби. Я ему говорю, смотрю, у меня когда-то не было опыта возить флатбед, и я права получил там меньше года назад, и я дошел до этого дня. Мне дали старый грузовик, мне дали новый грузовик, потому что я старый не разбил, я насобирал кучу денег, я прошел через все, через грязь, лед, снег, дождь, и это все в том же самом же дне. Здесь в Альберте вы увидите все, что с вами только может произойти в один и тот же самый же день. У нас здесь такие экстремальные дороги, и погода может быть. Так что здесь, в Альберте, вы можете получить за 1 год тот опыт, который вы в жизни за 20 лет не получите на хайвее. Когда вы видите водителей, которые гордятся, они говорят, я 20 лет ездил на хайвее, Канада, Америка, я все видел. То есть вы видели, что вы 20 лет, эти водители здесь возят 80 тысяч паунтов, это там 36 тонн, 500 или сколько он весит, когда грузовик, прицеп, 2 моста, и вот это вот все. Как бы здесь, в Альберте, я за вот этот там, год, что я ездил за рулем 1 класса, прошел через, там, у нас здесь вес намного потяжелее. У нас, ну, там, суперби прицепы, ну, что мы только не делаем. Мы по грязи ездим, по узким дорогам, по оффроуду, по льду я уже ездил. То есть, что мы здесь только не делаем, и это все здесь вот так вот everyday life. Здесь это вот нормально через это проходить. И грузы, которые мы возим, они очень тяжелые. Представляете себе, вот здесь 63 тонны 500, а по Америке вы возите, там, они возят, не знаю, там 36 тонн с чем-то получается, да. По Канаде можно 46 с чем-то возить с одним прицепом. То есть, вот это вот разгон грузовика совсем по-другому происходит. Вы трогаетесь иногда с пониженной скорости вообще. Затормозить это все, это совсем происходит по-другому. Потому что, ну, нужно там целый километр, чтобы спокойно тормозить без тормозов. То есть downshift и engine brake. То есть здесь совсем другой опыт, совсем другое терпение на это все происходит. Так что, anyways, я работодателю просто говорю, ему говорю, смотри, дай мне шанс, я тебе покажу, что я смогу. It's not a problem. Мне нужно просто дать работу, и я докажу. Ну, так, ладно, окей. На тебе контракт. Они мне дали, короче, letter of employment. Это очень важно. Это лишь только, это простое письмо, в котором компания просто пишет, они говорят, мы потрались Petroleum, Polaris Petroleum, даем Ярославу работу на грузовик, и если у него был бы грузовик. Вот все, что вам нужно получить. Вы, когда получаете это письмо, просто его компания пишет, вы с ним уже идете в дилершип, просите цену на грузовик, который вам интересен, а потом смотрите финансирование, где его получить. Часто в том же самом же дилершипе, где вы хотите грузовик купить, или в банке, или в другой какой-то финансовой институции. Так что, anyways, я пошел с этим письмом, приезжаю в Эдмонтон. У меня есть письмо, у меня там тысяч было, наверное, 55 чистыми. Я знал, что там 1040 нужно будет на грузовик. И, в общем, я прихожу, беру эту Каскадию, иду на роуд-тест, мы возвращаемся с сейлсмен в офис.
И он как-то на меня так странно смотрит, но говорит, ну окей, ладно, давай сделаем тебе credit check. Мы сейчас тебе финансирование попытаемся сделать на этот грузовик. А там грузовик, насос, мусбампер, все остальное, 1170, да. Но они мне делают, на следующий день звонят, говорят, но ты по кредиту не прошел. У тебя там не хватает опыта, у тебя как бы деньги есть, но у тебя нет опыта. Как бы, ну, в общем, мы тебе его не дадим. На тот момент я не понимал, почему, мне это было странно, конечно. Но я думаю, ну ладно, поеду в Калгари. Я поехал в Калгари, на следующий день сделал роуд-тест, тот же самый грузовик. Те же самые агрегаты, та же самая цена. И что вы думаете, через день мне звонят заново, говорят, все, you're approved, you can come here and pick up your truck. Как бы тот же самый грузовик, та же самая цена, но почему-то я вдруг получил финансирование, а там не получил. В общем, со временем, что я узнал, это то, что когда вы покупаете грузовик, вот эти компании, в которые вы заходите, вопрос, откуда они берут деньги. Когда я покупал Freightliner в Эдмонтоне, мне кажется, на тот момент финансирование и шло от Daimler, Chrysler, Mercedes. Мне кажется, в тот момент, группа Freightliner, Daimler, Mercedes, вот эта вся группа, они от себя свои деньги давали. Мне кажется, они не употребляли других, не знаю, как здесь пройти, они не употребляли никакие другие финансовые институты. То есть, если эти вас не берут, то им уже нету кому другим вам деньги эти финансировать. А во Freightliner, в Калгари, они финансировали грузовики, которые у них стоят в стоке, on the lot, совсем по-другому. И когда они финансирование давали онер-операторам, у них было больше компаний, с которыми они работали. То есть это то, что я уже узнал со временем. Еще такую интересную вещь я узнал, вот сейчас вот работая здесь в International, допустим, вот здесь у нас наш financial manager, вот у нас, который занимается финансированием грузовиком, она мне что говорит? Она говорит, смотри, совсем возможно, да, что твое лицо им просто не понравилось, им не было времени на тебя, потому что экономика была хорошо, и они просто кому-то другому этот грузовик продали, потому что как бы все и шло хорошо, то есть такое как бы бывает. И второй грузовик я купил Volvo, мне там finance manager сказала ту же самую вещь. Ну, в общем, что я узнал, допустим, здесь в International, что они делают, они не просто имеют какую-то там форму, application, заполняют там ваше имя, сколько у вас там денег, там лет, там еще чего-то, и вы проходите или не проходите. Не, здесь что происходит? Они с вас кучу вопросов спрашивают, пытаются понять вашу личную ситуацию, кто вы, сколько у вас опыта, почему вы это делаете, то есть вашу историю как человек. А потом, когда они просят деньги у financial institution, там, или у банков разных, или у кого-то, они лично разговаривают с репрезентантом той компании и объясняют, почему вам нужно доверить, почему есть смысл вам эти деньги дать. И тогда, то есть вам пытаются хоть помочь эти деньги получить. Когда я Volvo покупал второй грузовик, сейчас об этом объясню, было, в общем, так же самое. То есть за меня кто-то разговаривал и объясняли, почему есть смысл мне дать этот грузовик. Плюс, конечно, у меня уже был опыт первого грузовика, так что это, конечно, помогает. Я в Калгари, это 3 часа юг от Эдмонтона, купил свой первый грузовик. На него мне нужен был насос, который качает жидкости, и на него мне нужен был гидравлический насос, который раскручивает уже, насос, который жидкостью раскручивает. То есть, anyways, мне нужен был мусбампер, вот это вот все вместе стоило 1170 или 172, $40 000 был депозит. И у меня не было опыта возить этих Super B по-настоящему. Я их там когда-то чуть-чуть возил, но не было такого настоящего опыта. Жидкости я вообще в жизни никогда не возил. Гидравлическая техника, я в этом ничего не понимал. Насос на грузовике, я не знал, какой он должен быть, но мне владелец компании в тот момент хорошо, они мне написали рецепт, какой насос они хотят иметь. То есть можно загружаться и разгружаться с обоих сторон грузовика, со стороны водителя, со стороны пассажира, плюс байпас. Там такая труба была, которая циркулирует нефть через себя или воду через себя. Я потом объясню, зачем это нужно. Так что они мне с этим помогли. Через неделю или 2 мне звонят, говорят, приезжай в Калгари, заезжай в грузовик. Мы тебя локально построили насос, все надели на грузовик, все красиво выглядит. Я вот пришел, вот как вы видите фотографию, вот этот первый грузовик, все выглядит шикарно. Я его забираю, еду в Polaris, в компанию, где я тогда работал. И они до того, как мне послать на первую ходку, говорят, ладно, все хорошо, давай мы твой насос подключим к давлению, нальем воду, давление туда воздушно впустим, посмотреть, чтобы он нигде не протекал. Я думаю, да, конечно, no problem. Мы заливаем воду, подключаем давление, и насос протекает. Все швы, которые были, когда все это сваривали вместе, они, все протекают. Это было ужасно. Что произошло, того, чего я не знал. Те, кто мне устанавливали насос в Калгари, там была компания, я не помню, как называется, Greg Distributors или там Fort Garry, не помню, кто это компания.
Человек, который это все сваривал, он все красиво одел, все выглядело шикарно, но не умел варить профессионально. Он был то ли механиком, то ли еще кем-то. То есть, если он бы там какую-то технику там сваривал бы вместе, там, какую-то там платформу бы строил, все было бы хорошо. Но сваривать трубы, которые должны выдерживать высокое давление, это уже на этого у него опыта не было. Ну, в общем, они нашли другого человека, мне это все сварили, но, как вы видите в этих фотографиях, я у них в их шопе сам лично там день или два сидел, работал, все это скручивал, то есть разбирал с ним, собирал это все обратно. Я понимаю, да, это как бы их работа, они должны были делать, мне там вообще не нужно было быть, они все бесплатно сделали, но это был мой трак, и я хотел, чтобы все успешно произошло. Мне уже не важно было, чья была ошибка, кто не так сделал, я, хотел, чтобы скорректировали. И они все скорректировали, все работало без проблем. В общем, Polaris Petroleum в этой компании, первая компания, где я получил контракт, я у них отработал лишь только месяц с половиной, может быть, 2. Почему? Потому что того, чего я не знал, за это сильно не волнуйтесь, это такой редкий случай, но такое бывает. Компания была на индустрии уже много лет. Владелец компании продал эту компанию группе Mullen Group, огроменная нефтяная компания здесь, которая скупает всех маленьких, в общем. То есть это неплохая вещь, это все хорошо. Но он остался работать в своей же компании как рабочий, то есть ему платили зарплату, чтобы он как менеджер там работал, и чтобы все продолжало as usual, без изменений. Ну, в общем, что произошло, мы не знали этого, то есть как бы все было busy. Я вижу, все остальные компании вокруг нас работают, куча ходок, а мы еле работаем. Хватает, чтобы заплатить за грузовик, но вот и все. Работы было мало, а почему-то у всех остальных ее много. Что происходило? Он втихаря эти работы продавал другим компаниям, своим друзьям, там еще чему-то. Ему нужно было в своей компании отсидеть год или 2, потому что у него был non-compete agreement. То есть он не мог продать свою компанию и уйти открыть еще одну, и компетировать своей бывшей компанией. Да, то есть, но он все равно контракты втихаря раздавал. Anyways, я понял, что it's okay. В индустрии много работы, я работу найду. Так что я сделал application в 3 разных компании. В Gibson, в Plains Midstream и RBS. 3 огроменных компании здесь. Все 3 мне сказали добро, да, приходи, мы тебе работу даем. Я пошел работать на компанию RBS лишь только потому, что они были первые, которые мне ответили. Компания Polaris мне никакого роуд-тест не делала. То есть они понимают, если ты уже дошло до состояния, что ты способен грузовик купить, все, тебе даем контракт, покупай, работай. Компания RBS то же самое, никакого роуд-тест, никакого ничего. Я им сказал, ну я там месяц-два там нефть повозил, то есть я как бы ее умею возить, все хорошо, а я там ее еле возил по-настоящему. Так что, в общем, меня берут на работу, наклеили наклейки RBS на мой грузовик, как вы видите в этих фотографиях. И я с ними работал. С ними я, наверное, работал в итоге года 2-2,5. Все было хорошо. Хорошо платили деньги. Меня поставили с другим водителем, со своим грузовиком, который тоже мне заново объяснял, как управлять прицепами, насосом, там в плантацию заезжать, всякие такие вещи. То есть вас всегда везде тренируют. Вам дают опыт, вам дают с кем-то другим поездить. Здесь самое важное, неважно, вы умеете возить там флатбед или нет, неважно, вы умеете возить пропан, нефть, газ, это не важно. Самое важное, что вы должны уметь ездить безопасно за рулем грузовика. Если вы можете уверенно сдать назад прицепом и ехать прямо, употреблять, правильно менять скорости в ручном режиме, правильно делать downshift, engine brake, не употреблять тормозами, если вы это все умеете делать, все, вы профессиональный водитель. По-настоящему. Как вы получите опыт возить нефть, если вам никто не дает возить нефть? Это самый минимум, что нужно уметь. Самое важное, это водить грузовик. Все остальное, это вы лишь только там открываете краны или закрываете краны, или какую-то гидравлику подключаете. Это вам покажут. Этого вас можно научить. Но вас нельзя научить, как ездить за рулем грузовика. Если вы не понимаете, вы не можете самому себя это научить, то есть that's it. There's no hope. Но все остальное вам покажут. Так что даже не волнуйтесь за это все. Если вы смотрите этот канал, и вы новый водитель, и вы думаете, сколько опыта вам нужно, я вам скажу, сколько вам не нужно. Вам не нужно 20 лет. Вам не нужно там 10 лет за рулем или 5 лет. Как только вы получаете первую работу, и вы понимаете в один момент, что все, вы уже умеете хорошо сдавать задом, с прицепом, все. Если вы уверенно едете по хайвею, заходите в повороты, downshift, engine brake, сдаете назад, это все, that's it. Не ждите, не нужно
там по 2-3 года работать по городу, чтобы там научиться сдавать задом на прицепе, а только потом еще лет 5 по хайвею ездить. Если вы хотите покупать свой грузовик и вы умеете ездить за рулем, покупайте. Делайте, не важно, что нужно, чтобы это сделать, собирать денег, просто покупайте свой первый грузовик. Anyways. В общем, компания RBS. Все хорошо, с ними уже получаю, как положено, 1024 в среднем после топлива, license plate registration, после всего. Вот с ними было хорошо. После... и в тот момент, короче, когда я пошел работать в RBS, я папу взял тоже, чтобы он работал у них как company драйвер. Я ему говорю, смотри, я сейчас собираю кучу денег на первом грузовике, сейчас купим второй. После 10 месяцев, в общем, я заново пошел в RBS, пошел в их, поговорить с менеджером компании, говорю ему, смотри, вот у меня вот папа работает в вашей компании, у меня свой грузовик, я хочу купить второй грузовик. И он, в общем, сказал, да, no problem, да, покупай второй грузовик, как бы. Здесь как бы не важно было, что это был папа, что как бы свой человек, что ему доверяет, а просто здесь легко получить контракты на эти грузовики. Лишь бы вы смогли получить down payment, и у вас где-то был водитель, это все легко сделать. В компании RBS, в общем, я с ними работал, все было хорошо. И еще такое интересное совпадение, и я не хочу сказать, что Freightliner это плохой грузовик. Такая интересная вещь произошла, когда как раз в тот момент, когда я получал контракт на второй грузовик, я уже 10 месяцев работал, и у меня протекал кулент. У меня кулент протекал с блока двигателя в двигателе. А там был Detroit, DD15, 15-литровый Detroit, то есть 565 horsepower, 1850 торг. Хороший двигатель, все хорошо, у него такой свой уникальный такой шум, такой интересный у Детройта. Но у него начал при 50 тысяч километров протекать кулент с блока двигателя. Так что, в общем, короче, я получаю контракт, взял маму с собой, и мы полетели в Мексику там на неделю. Как раз в течение этого времени мне сремонтировали грузовик, все было great. И потом вернулся, пошел в Volvo, говорю им, guys, вот у меня есть контракт на второй грузовик, у меня есть деньги на down payment, они мне говорят, давай $36 тысяч. Такой же самый же, Volvo, такой же самый же спек грузовика, как Freightliner, насос. Я уже понимал, как оно все должно быть. И, в общем, мне собрали, и там месяцев через 2 я получился уже второй грузовик. Так что вот такое вот. Так что, в общем, было очень интересно. Почему я купил Volvo как второй грузовик? Я его купил, потому что, как я вам напоминаю, с самого начала я сюда приехал, чтобы иметь несколько грузовиков, чтобы открыть бизнес, чему-то научиться, насобирать деньги. И я так и решил сделать. Я Volvo купил, потому что на тот момент, когда я ездил, нефть возил, со всеми остальными там топливо заливал, я видел, как все больше и больше Volvo появлялось в индустрии. Я, конечно же, разговаривал со всеми водителями, спрашивали, ну как оно все работает. И, конечно, большинство Volvo продается с Volvo двигателем и с iShift, 12-скоростной коробки передачи. И, в общем, все говорили очень позитивные, хорошие вещи. Все говорят, в общем, оно работает. Я с многими водителями разговаривал, которые говорят, смотри, как бы я там всю жизнь работал на Peterbilt, там на Western Star, и когда я сел за рулем этого Volvo, я вот покатался там месяц-два и понял, все, it's the best. Потому что comfortable interior, и потом коробка передач 12-скоростная работает хорошо. Мы возим 140 тысяч паунтов, 63 тонны 500, и мы ездим по бездорожью. То есть мы выезжаем, у нас гравельные дороги, у нас там снег, лед, грязь, все остальное, и оно работает шикарно. И мне это как раз подходило, потому что я как раз думал, может быть, уже купить автоматическую коробку передач, чтобы легче было посадить водителя на уже второй грузовик, на третий, на все остальное, потому что в свое время я уже от этого всего отойду. И, в общем, я купил Volvo. 1000 она стоила, наверное, 140. С насосом совсем обошелся, ну, тоже там в 170 или 172, где-то так вот. Так что обоих грузовиков в те времена стоили плюс-минус то же самое. Доллар тогда был 1 к 1 или почти. Я купил Volvo. В общем, с Volvo было нормально. Но чему я научился? С Volvo, конечно, она была слишком тяжелой. Мне, конечно, нужно было тоже сделать больше research. Очень хороший грузовик, шикарный, но намного тяжелее был, чем Freightliner. Он был тяжелый, и он зарабатывал чуть-чуть меньше денег из-за веса. То есть это тоже такая важная вещь. Я в будущем сделаю следующее видео поконкретнее уже за спек грузовиков, тому, чему я научился, и как я их в будущем бы заказывал. Я вам расскажу за спек Freightliner, за спек Volvo, и в детали в это все зайду. И вам еще расскажу много, чему я научился, работая здесь в sales, в international, как уже в дилершипе. Много чему научился внутри системы находясь. Я хочу с вами этим поделиться. Уже в третьей части это все обсужу.
В общем, грузовик Volvo был great, трансмиссия работала хорошо, как обещали, все хорошо, тяжелый грузовик. Единственные самые такие большие проблемы с ним были, это потому что мы здесь возим тяжелый груз, у нас 9 мостов, то есть у нас steer, у нас 2 драйва, раз, два, три, потом у нас 3 моста на lead, на переднем прицепе, то есть и плюс еще 2 моста сзади, то есть раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Короче, anyways, и что происходит? У нас много мостов, 2 прицепа, и если вы полностью гружены, вы останавливаетесь на щепне, где-то на оффроуде, а вы часто ездите по бездорожью, такой момент бывает, когда грузовик проседает. Там чуть-чуть спереди, чуть-чуть прицепы проседает. И ничего в этом нету. Оно визуально даже не выглядит, что что-то происходит. Но в 12-скоростной iShift не хватало торка, чтобы даже прокрутить колеса. То есть вы трогаетесь на первой скорости в ручном моде, и грузовик вот так поднимается и падает назад. И сразу месседж идет, который говорит clutch overheat или что-то такое. И, в общем, трак не выезжает. Даже колеса не прокручиваются. Если они бы хоть прокручивались, что было еще куда ни шло. Так что раз 6 такое произошло. И только один раз нужно было вызвать тягача. Там он через город, там с города приехал и нас вытянул. Потому что часто, когда вы ездите по бездорожью, там всегда кто-то проезжает, кто-то вас вытянет, другой грузовик, грейдер, там еще кто-то, неважно, вы знаете этих людей или не знаете. Я лично тоже сам часто пикапы доставал с грязи или там с кувета, то есть здесь все всем помогают. Здесь, когда минус 40, и люди застряют или ломаются, здесь часто люди остановятся и попытаются вам помочь или хоть спросить, что у вас все хорошо. То есть это вот это хорошая такая вещь, такая здесь в Канаде, в Альберте. Очень приятно работать, потому что условия иногда тяжелые бывают. Вот такое вот. Так что, в общем, я вот так вот работал со своими 2 грузовиками. Потом с компанией в RBS чуть-чуть правительство поменялось. Нам это не очень нравилось. Пытались нас пихать на ночные ходки, на всякое такое. Не очень это нравилось. И мы перешли в компанию Trimac. В Trimac мы отработали, наверное, не знаю, может там 3-4 месяца. Trimac очень большая компания. Я вам ее рекомендую, если вы только сюда пришли и вы хотите получить контракт на работу и убедиться, что у вас всегда будет работа. Вот это тоже очень важно, потому что вы покупаете грузовик, он вам стоит там по $3500 в месяц, то есть нужно убедиться, чтобы была на него работа. Компания Trimac, в общем, все хорошо. Вам минимум 70 часов в неделю, ну то есть максимум всегда как бы гарантирует, вам заплатят раз в 2 недели, все хорошо, но это не те деньги. Там нам платили уже не за кубический метр, а там платили за майл. То есть там, даже если вы перегрузите, вам больше не заплатят. И там вы не можете работать больше, чем 70 часов в неделю, даже если вы хотите, потому что электронный логбук. Так что неплохая компания. Может быть, кому-то такой режим подходит, но не для меня. Как бы я хотел получать эти 25 тысяч плюс в месяц, да? Чистыми, после топлива, после всего. Anyways, в компании Trimac чуть поработал, и потом перешел с 2 грузовиками, сразу перешел в компанию VDM. VDM — это та последняя компания, в которой я работал как company driver. То есть я туда просто пришел, говорю, guys, у меня есть 2 грузовика, как вы знаете, я хочу у вас работать, я слышу, вы набираете. Меня сразу взяли на работу. То есть здесь, когда работа есть, вас сразу берут. Здесь никто не ждет, никто не заморачивается, там интервью слишком нету. Если вы уже owner-оператор, понятно, у вас есть грузовик, у вас есть опыт, вы умеете ездить, у вас все хорошо. То есть мне сразу дали работу на 2 грузовика, я снял насос с них. Мы на эти грузовики надели headed crack, там по $1000 мы их used купили. Headed crack — это вот этот protection, который за кабиной стоит, чтобы если у вас сдвинулся груз с флатбеда, чтобы он не перелетел через вашу кабину, через ваш слипер. Так что, в общем, это все надели, все хорошо, ездили. Платили где-то $120 в час, и было great. То есть вы работаете as much as possible, бумажный логбук был на те времена в той компании. Хорошие деньги, ничего не жалуюсь. И потом упала экономика. Это уже где-то 2015 год. Экономика себе падает. И как раз до этого я к ним захожу заново в офис. То есть я там еще, наверное, месяцев 8 отрабатываю. Захожу в офис, говорю, guys, я хочу еще контракт на 2 грузовика. Я хочу купить еще 2. Так жадно, прям так за раз, да. Они говорят, но мы тебе не даем. Вот ты, папа, мы вас там знаем, только вот вы ездите. Но у нас сейчас нет времени на это, вот только вы работаете, ездите. Я думаю, блин, окей, ладно, надо будет куда-то сейчас перейти в другую компанию и все равно свои еще 2 трака куплю, то есть, чтобы 4 было. И как раз тогда уже 2015 год наступает, экономика падает, я понимаю, вау, все, скоро кризис будет.
И мне как раз все равно был тот момент, когда нужно было перейти на что-то другое. Я всегда мечтал перейти на другой бизнес, может вернуться в школу, может чем-то другим заняться, но как-то не было понятно, как это сделать. И, конечно, моя вина, слишком много работал. Я работал as much as possible, больше, чем было нужно, не было смысла. То есть уже давно было куча денег было. Наличными насобирал, как бы, ничего с ними не делал. То есть куча денег лежит на счету, ни квартиру не купил, ничего. То есть это много чему я научился уже в персональной жизни после всего этого опыта, когда все было, а потом оно исчезло. То есть я начал с того, когда ничего не было, насобирал кучу денег, состояние, грузовики, опыт получил, и 2015 год, и оно все сожрало по-своему. В тот момент я продал один грузовик, спокойно путешествовал. На второй грузовик пока не могли найти работу. В общем, было не страшно, была куча наличных денег. Собрано, это сильно слишком не волновало, так что дальше как бы платили месячные платежи на Volvo, после того, как продали Freightliner. Продали Freightliner успешно. Заработали на этом 1015, как бы нормально. И Volvo не работало, наверное, полгода. Я просто себе путешествовал, другими вещами занимался. И, в общем, понимаю, надо вернуться в Альберту, чем-то заняться. И работы, как бы было мало в нефтяной промышленности, но нужно было за что-то взяться, так что я пошел в компанию Dane Ross. Я часто за нее говорю в своих комментариях, в других видео. Компания Dane Ross, она имеет только онер-операторов, с исключением, где у них есть компании-водители в Нова-Скошии, в той провинции. В Нова-Скошии они еще имеют иммиграционную программу, под которую они нанимают водителей. Это специальная программа, которая существует только там. И по ней, с того, что я понимаю, очень легко поступить в Канаду, зайти сюда и здесь жить. И получить работу, citizenship, уже потом все остальное. Я поставлю линк к Dane Ross в этом видео так же само же. Dane Ross только по хайвею работает. То есть Канада, Америка или по Канаде. Деньги уже не те. Но я там после расходов как бы получаю там, не знаю, там 9 чистыми, может чуть больше, может чуть меньше, зависимо от месяца. То есть как бы, может быть, кому-то это считается нормально, но у меня грузовики были куплены с способностью заработать намного больше денег. Совсем другие большие суммы. И я лично в жизни, вот я как Ярослав, как человек, я хотел заниматься другими вещами. Я не хотел просто ездить по хайвею и быть водителем грузовика. Или даже онер-оператором. Меня лично это не интересовало как бы. Оно меня много чему научило, я много чего увидел, по миру путешествовал, много чего увидел благодаря этому. И благодаря этому у меня сейчас вот эта вот работа есть в дилершипе, где я сейчас работаю. В общем, я решил вернуться в школу. То есть я месяцев 10 10 месяцев, наверное, отработал на компанию Dane Ross, по Канаде, Америке ездил и учился одновременно. То есть, как вы видите в этих фотографиях, то я спокойно уже учился в грузовике. Нормальный студент, то есть я сейчас учусь в NAIT, Northern Alberta Institute of Technology, я учусь на 4-летний бакалавриат в бизнес-менеджмент. То есть я на него учусь, мне остается еще год, вот сегодня доучиться. И в тот, как бы, нормальный студент, который днем учится, сдает 10 уроков за год. Я успел сдать 9 уроков за первый год, работая 70 часов в неделю. То есть я ездил, останавливался и вечерам сидел вот в Volvo за столом и дальше как бы учился. Я себе сижу, учусь. Иногда даже такое бывало, что, знаете, что я вот там беру ресет, и потом уже время нужно ехать дальше, а мне там нужно работу писать или подготавливаться там к какому-то экзамену, и я звоню диспатчеру, говорю: я там что-то там съел, я что-то отравился, у меня там food poisoning, я на работу не могу поехать. Он говорит: it's okay, no worries, call us when you're ready. А я просто сидел в грузовике, по-настоящему притворялся, что я там заболел, а я дальше сижу, пишу там экзамены, пишу какие-то работы, подготавливаюсь. И мне нужно было возвращаться в Эдмонтон, в школу раз в месяц или раз в 2 месяца, зависимо от семестра, и сдавать на экзамены. То есть NAIT — это была одна из единственных школ, вообще-то единственная школа, где можно сдать 4-летний бакалавриат за 4 года или за 5 лет, неважно, за сколько вы хотите, просто онлайн. Можно учиться днем, по вечерам и онлайн. То есть я учился только онлайн, мне нужно было просто возвращаться, сдавать на экзамены вот со всеми в классе, сидеть вечером. В общем, было хорошо, был хороший такой интересный опыт. Но я все это время подготавливался к тому, как перейти на что-то другое, как получить офисную работу, как взять этот опыт и знания тракованной индустрии и перейти на что-то другое. И, в общем, с многими людьми разговаривал. И, в общем, вот так вот, long story short, я перешел в Diamond International Trucks. Это здесь, в International в Эдмонтоне. International в Эдмонтоне, Diamond группа, они владеют дилершипом в Саскатуне, Lloydminster, Grand Prairie, Fort Mac, Edmonton, Sherwood Park,
что там еще, Leduc, Atchison, и там еще Ванкувер Айленд, аж туда на West, короче. Так что они очень большие, они везде. Калгари это Glover International, это другая группа. Они финансируют все чуть по-другому, это совсем другой бизнес. А вот Dime International, это то, где я сейчас здесь работаю. И меня, в общем, посадили сначала в Rental Department, меня посадили оттуда потом в Sales Coordinator, и потом уже в Sales, где я сейчас работаю, а где грузовик. То есть Volvo грузовик у меня до сих пор есть. И что произошло? Я отработал в Дейнрос 10 месяцев, все было нормально, и получил заново контракт на нефтяную промышленность. Может быть, вы когда-то видели видео, где я говорю, что подпишитесь на этот канал, я вам покажу, как я зарабатываю по 42 тысячи долларов в месяц после расходов. То есть это где мы сейчас начали такие деньги зарабатывать. То есть грузовик до сих пор есть. Когда я вот решил перейти в офисную работу, я получил этот контракт на нефть, и я просто понял, что, ну ладно, я сейчас заново буду возить нефть, буду зарабатывать все эти деньги, все будет great, и, а потом лет через 5-7 экономика там по-своему как бы упадет, и что я дальше с собой делаю? То есть я дальше как бы водитель грузовика, там он оператор, а что потом? То есть вот это все, что в жизни есть, потому что когда экономика упала, у меня ничего не было. И да, я мог работать как водитель, я мог даже по хайвею работать как онер-оператор, но меня это не устраивало. То есть я понял, что у меня было мало вариантов в жизни. То есть вот мне лично эта школа пригодилась. Так что вот то, что вот со мной произошло за вот эти последние несколько лет. Сейчас грузовик, последние вот эти 2,5 года, как я уже за рулем не сижу, грузовик с папой работал в компании J&A. Он с ними работал и зарабатывал спокойно, легко, там по 29, 30 чем-то, по 42 тысячи долларов чистыми. Это после топлива, прицепов, license plate, registration, administrative fees, это уже после всего. То есть вот такие вот деньги он зарабатывает. А сейчас вы думаете, вот, наверное, почему ты сейчас так много денег зарабатываешь, еще больше, чем до этого? То, что изменилось в том, что, заново, мой опыт, может быть, моя вина, что я даже не искал, не думал, не знал этого всего, но как бы вот живу, учусь. Здесь, в этой компании, в компании RBS нам говорят, мы вам платим 40 кубиков за, $40 за каждый кубический метр, что вы в себя берете на эту ходку. То есть это ваш грузовик получает. Но мы не знаем, сколько получает грузовик прицеп, мы не знаем, сколько вообще они зарабатывают. А в компании J&A и многие маленькие такие компании, когда у них по 30 грузовиков, там, по 20, там, по 10, по 50, такие маленькие компании, они вам говорят, вот эта ходка, за нее получает там грузовик, то есть вот это все вместе получает там $90 за кубический метр. Мы берем 25% за прицеп, а все остальное ваше. Вы с этого платите уже там топливо, остальные расходы, но это все ваше. И еще такая важная вещь. За страховку, когда вы работаете на большую компанию, вам говорят, страховка стоит там $1000 в месяц, или там 700 в месяц, или 1500, зависимо, что вы возите. Это нормально. Если вы платите там $1000, 1500 в месяц за там страховку, это нормально. Зависит, что вы делаете, как бы это может быть даже нормально. Но вы никогда не должны платить за какой-то процент. Я часто такое встречал, когда чем больше вы работаете, тем больше вы платите. То есть я как бы работаю, не работаю, плачу 1500 максимум, скажем, в месяц. За страховку это максимум. А я слышал парни, когда они вот так много работают, они платят там по $4000 в месяц. А компания всегда платит за вас там, наверное, 1500. А когда вы переплачиваете, это им профит идет. Так что ни в коем случае не платите процент. Компания Дейнрос, у них не было процента, но у них там есть такое, что минимум вы платите там 600, там 700 чем-то в месяц, а максимум там, не помню, то ли 900. Я уже не помню, я помню, там такой был концепт у них интересный. И это еще было честно, это было все нормально. Так что вот такое, так что много чему научился. Так что вот эта компания J&A, где вот последний раз грузовик сейчас работал, 2,5 года, все было хорошо, и вы видите, сколько грузовик получает. Грузовики и Super B зарабатывал, мне кажется, 160 или 179 долларов в час, зависимо от ходки, зависимо от клиента, зависимо от всего. И это очень хорошие деньги, потому что вы едете себе спокойно, вам платят, вы загружаетесь, вам платят, вы ждете загрузиться или разгрузиться, вам платят. Это очень хорошие деньги, вы одеваете цепи, вам за это все платят. Так что за часы, конечно, самое лучшее всего. Если вам могут платить за часы, это просто the best, это шикарно. Если нету за часов, тогда it's okay. За кубический метр тоже хорошо платят. Так что вот такое, за майл в нефтяной промышленности это не положено. Компании как Тримак, может быть, некоторые другие компании, вот там Westcan, я не знаю за Westcan, может быть, так платят. Это not so great. Вот такое. Если вы живете здесь в Эдмонтоне или в Калгари,
и вам просто любопытно хоть как-то проверить, что то, что я говорю, это правда. Если у вас есть друзья, расспросите. А если у вас нету, для прикола просто приедьте в эти компании нефтяные, которые я упоминаю. Просто приедьте к ним в ярд и посмотрите машины, которые там запаркованы. Половина из них будет, это огроменные, шикарные новые пикапы. Это канадцы. А остальные машины, это будут немецкие машины. Там Audi, Mercedes, BMW, вот это вот все. Это уже наши люди. И serious. Во всех компаниях оно так. Половина американские машины, половина дорогие европейские машины. Так что такая просто вот интересная вещь, вы как-то ее заметите. Так что, anyways, друзья, надеюсь, вам этот видео как-то помог. Если вы думаете стать тур-оператором, абсолютно, оно этого абсолютно стоит. Мне не важно, вы купите International, Freightliner, Peterbilt, ну хоть что-то купите. Всегда рекомендую новые грузовики, и они должны быть правильно подстроены под работу, которую вы собираетесь делать. Если вы хотите делать полностью highway, то есть только highway делать, it's okay, но грузовик обязан быть построен под эту работу, потому что мой Volvo был слишком тяжелый, и так же само же у него аэродинамики никакой не было. И когда я работал с D&R Ross компанией, мне сказали, у тебя грузовик должен весить, не помню, там меньше 9 тонн, а он у меня новым весил 9 тонн 600, то есть он никогда не смог бы легально пройти под их регламент. Плюс у меня был муст-бампер, там цепи, там все на нем висит. Они говорят, мы тебя возьмем, но мы тебя не возьмем своим грузовиком, он слишком тяжелый. Они мне говорят, а ты сними с него всю эту технику. Я им говорю, окей, ладно, знаете, что я сейчас сниму насос, там сниму хедекрак или что у меня там было, и он станет легче. А я знал, что он в жизни не станет легким. Я что сделал? Мы с папой поехали на весовые. Здесь есть весовые на бензоправке Flying J. В Америке оно Pilot называется. Короче, мы приезжаем на весовые, где вы платите там долларов, не знаю, там 10. И как только вы останавливаетесь, они делают принт веса грузовика. То есть никак его подделать нельзя. Но мы заехали, и там, там сразу вес там 11 тонн. Это уже грузовик, насос, там это уже все вместе, да. И мы что сделали? Мы раз 15-16 заезжали на эти весовые, так, чтобы одно колесо чуть-чуть съезжало с весов. И мы так ехали, пока не наехали так, что оно показало, что трак весит 8 тонн 800. Я получил этот тикет, показываю D&R Ross, они говорят, о, Грей, видишь, ты цепи снял, и у тебя грузовик стал там легче там, на 2 тонны с чем-то. Я говорю, да, ну такие тяжелые цепи. Anyways, я получил эту работу и ездил, но что получилось? Грузовик аэродинамики не имеет, козырька на крыше нету. По бокам этих пластиков нету, ничего нету. То есть он топливо жрет, колеса огроменные, двигатель 16 литров. Но все равно как бы деньги зарабатываю. Но самое ужасное было, когда я приехал на границу с Мексикой, Ларедо, Техас. Я туда приезжаю, и там мне дают такой тяжелый груз. А мне как раз повезло, у меня топлива было мало, мне там уже кончалось топливо. Но я знаю, я сейчас груз возьму, заправлю топливо, все нормально. А груз был такой тяжелый. На границе такой тяжелый, что я когда ехал обратно, я сразу останавливаюсь на весы и понимаю, блин, а у меня не хватает веса, чтобы загрузить топливо, потому что я уже пустым, без топлива достиг максимальный вес грузовика, который можно было достигнуть. То есть я, ехал с границы с Мексикой на Торонто, в Онтарио, в Канаде, 3-3,5 дня я ехал, я заправлял топливо каждые 3 часа. Я каждые 3 часа останавливался и заливал 100 литров. Я это так делал, потому что в Америке вы все равно обязаны остановиться на break. Каждые 3 часа вы обязаны остановиться на 30 минут. То есть если вы ездите 3 часа без остановки, вы на 30 минут должны остановиться. Дайте мне знать, если это закон такой же самый же, или может он изменился. Ну, там 2,5 года, когда я ездил, оно было вот так. Так что, anyways, я вот так вот ехал, доехал, это было ужасно. Я не собирался терять грузовик, я знал, что экономика вернется, и что-то вырулю, что-то придумаю. Так что вот такое вот. Так что, anyways, друзья, если вам интересно, ставьте лайк, делитесь на Фейсбуке, спрашивайте ваши комментарии, subscribe, оно очень поможет. Вот такое вот. Я в следующих видео вам чуть-чуть поконкретнее расскажу за спек грузовиков. Какие они должны быть, как его правильно подобрать по хайвей, как его правильно подобрать в нефтяную промышленность, и как правильно подобрать грузовик, который бы подошел и туда, и туда. Я вам расскажу, почему нет смысла заказывать грузовики, в которых там огроменный horsepower, огроменный торг, как его можно правильно подобрать для тяжелых грузов. Но не дай бог, если что-то с экономикой происходит, чтобы вы смогли спокойно, экономно возить там сингл-прицеп по хайвею и все равно зарабатывать деньги. Так же самое же попытаюсь сделать интервью с некоторыми из наших людей, которые тоже работают в нефтяной промышленности, которые там серу возят или другие продукты, просто чтобы вы видели их опыт не только от меня, а как другие люди чувствуют за эту индустрию.
Так же самое же вам еще покажу в других видео, сколько денег я зарабатывал этими грузовиками. Я сейчас просто переезжаю, мы сейчас купили дом, я переезжаю с Downtown Apartment в свою квартиру здесь на юге. И просто у меня бардак, но у меня есть эти все коробки, где я собирал, сколько мне платили за все это время. Так что я вам покажу видео, где я зарабатывал, в какой компании, сколько денег мне платили, просто чтобы вы увидели, что да, это все возможно, это все правда происходит. Так что такое вот, друзья, меня зовут Ярослав, и я вас увижу в следующем видео. Bye.